Переговоры в Женеве окончились еще смешнее, чем можно было ожидать. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не смог подписать итоговое совместное заявление с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Помните, что я сказал накануне российско-американской встречи в Женеве? Что они ни о чем не договорятся. И вот, пожалуйста, не договорились. Николай Патрушев не стал скрывать, по чьей вине. По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали, потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения. Слабая тема — это когда одна сторона требует от другой признания в выдуманных преступлениях, за которые уже введены санкции. Посмотрите, насколько убога внешняя политика США. Мы знаем, что вы вмешивались в наши выборы. У нас и доказательства есть, но они очень секретные, мы их не покажем. Вот вам санкции. Да никуда мы не вмешивались. Вы что, совсем из ума выжили? Признайте, что вы вмешивались, тогда мы совместную бумажку с вами подпишем. Да ничего мы признавать не будем. Вы же заявляли, что у вас доказательства есть. Зачем вам признание, если типа все доказано? А, мы против вас из-за этого санкции ведем, за то, что не признаетесь. Идиотизм? Нет, это новая вашингтонская дипломатия. На всех переговорах по любым поводам США требуют одного – капитуляции. Но с какого перепуга нам капитулировать, если военным путем они сделать нам ничего не могут? Да и по экономической части наложили в штаны еще при Обаме, да так и ходят в раскорячку. Примеров масса. Вот что рассказал Болтон о попытке договориться по иранскому вопросу. Патрушев предложил определить географические пределы для присутствия иранских сил в обмен на то, что США приостановят введение санкций. Мы отвергли это предложение раньше, отвергли и сегодня. Санкции возвращаются, это ясно. Посмотрите, насколько они упороты. Речь идет, по большому счету, о желании Израиля оградить себя от силового противостояния с Ираном на территории Сирии. Хорошо, говорит Россия. Определите географические пределы для присутствия иранских сил. Что в ответ? Путин капитулирован, Хаменеи капитулирован, мы вам с санкциями задницы надерем. О чем с ними можно вообще договариваться, если они видят картину реальности настолько искаженно, что на ней до сих пор царит 2001 год, когда США могли себе позволить спокойно вторгаться в Афганистан, никого не спросив. Это же больные люди, по сути. По названной причине, вопреки публичным заверениям, что переговоры прошли конструктивно, никакого прогресса нет и не будет. Для того, чтобы американская парадигма изменилась, Вашингтон должен или потерпеть сокрушительное военное поражение, которое нельзя проигнорировать, или рухнуть под тяжестью экономических проблем, после чего ему будет уже не до ультиматумов. Ну все, других вариантов по сути нет. Ясно, что воевать против США мы не собираемся. Достаточно того, что оборона укреплена и напасть на нас они не сумеют. Что остается? Скупать золото, отказываться в расчетах от доллара, подбирать отпадающих от гегемона вассалов вроде Турции, наносить неожиданные геополитические удары вроде появления в Центральноафриканской Республике и хранить спокойствие. Пусть эти Болтоны мечутся по глобусу и размахивают ультиматумами, на которые можно положить то же самое, что положил на них улыбчивый северокорейский вождь. Мы не боимся США, сколько бы они ни пытались взять нас на испуг. И они знают, что мы их не боимся. Отсюда и эти судорожные женевские телодвижения.